Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил нам. В итальянском стиле суп с куриными фрикадельками и также рисовая каша с бананами. А если вы желаете узнать, как это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня будем готовить суп. А именно я решил сделать суп с фрикадельками в итальянском стиле. Я приобрел с магазина уже фарш, куриный фарш с итальянскими приправами. Здесь все уже замешано. И попробуем сделать фрикадельки. Я знаю, что куриный фарш сам по себе очень жидкий. Фрикадельки руками катать не получится. Может быть, я буду просто ложкой добавлять в суп. И основу супа я тоже сделал все в итальянском стиле. И также на сладкое решил сделать рисовую кашу с бананами. Результат должен получиться обалденно вкусный. Посмотрите это видео, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, если вы раньше такого не делали. А чтобы время терять, покажу все, что я буду делать. Итак, практически все, что мне понадобится для этого супа, я уже здесь приготовил. Беру кастрюлю, сейчас заливаю сюда воду. Ну, примерно так, половину кастрюли воды. Сюда же в кастрюлю сейчас я добавлю куриный бульон, у меня гранулы такие, добавляю по вкусу, то есть или на глаз. Примерно чайная ложка пойдет, вот так. И солить я сейчас солить не буду, потому что бульон сам по себе соленый. Если понадобится, то мы еще добавим соли. Солите все это по вкусу. Теперь перед тем, как кастрюля пойдет вариться, мы сейчас порежем овощи и сразу же тогда добавим в кастрюлю. И отправим на плитку вариться. В первую очередь я сейчас порежу лук меленько. Зажарку я для этого супа делать не буду. Так. Сразу же я порежу один перец болгарский мелкими кубиками. Так. Здесь у меня один цукини или мини-кабачок. Тоже порежем туда же. Так. Здесь у меня сельдерей. Тоже сразу порежем все это. Так. Освободим место на доске. Все это отправим сейчас в кастрюлю. Так. Так, кастрюлю сейчас накрываю. И поставим вариться. Пока это закипает, у нас порежем другие овощи. Здесь я взял один томат, одну морковку взял, сейчас мы порежем тоже меленько. У меня 3 зубчика чеснока, тоже сейчас меленько порежем. Так, и у меня здесь базилик, добавим туда же базилик. Все нарезки отправляем теперь в кастрюлю. Сюда же теперь добавлю томатную пасту. Примерно 1 чайная ложка, 1 столовая ложка. У меня здесь заканчивается, я сейчас это все туда отправлю. Вот так. Добавляем на глаз. Сюда добавляю перец. Накрываю, пускай это варится. Как закипит, пускай поварится, а мы почистим картошку и приготовим фарш.
Итак, картошку я почистил. Сейчас пока оставим это в сторонку. И займемся фаршем. Так как я сказал, что фарш может быть очень жидкий и не получится фрикадельки лепить руками. И чтобы фрикадельки еще у меня не развалились в супу, я добавлю одно яйцо. Как вы видите, здесь много приправ всего итальянских. Сам по себе фарш очень вкусный, я как-то котлеты делал. Так. И сейчас рукой я замешу все. Так, фарш мы замесили, будем пользоваться ложкой, добавлять туда в суп, так как делаем клёцки или галушки. Итак, для рисовой каши я взял такую кастрюльку, чуть-чуть налил туда воды и примерно чуть больше половину добавим молоко. Примерно так. Добавляю масло сливочное. Я добавляю на глаз. Добавим сейчас сюда соль для баланса. Сахар по вкусу. Я примерно знаю, сколько мне сахара надо. Так. И у меня здесь рис для рисовых каш. Специальный продается такой. Примерно половину израсходую оттуда. Так, этого достаточно. Я отправляю на плитку и пускай как закипит, сразу мы помешиваем, чтобы нигде ничего не подгорало. Итак, супец хорошо кипит, смотри, какая прелесть. Я попробовал уже на вкус, меня соль удовлетворяет. Теперь я сюда добавлю картошку. Картошку я уже порезал, как вы видите. И пускай еще кипит до готовности картошки. И также у меня здесь зелень порезана, которую мы добавим в последнюю очередь. Дадим минут 10 покипеть, и там мы добавим сюда фрикадельки. Итак, каша у меня закипела, и поставила я на маленький огонь, пускай потихонечку готовится. А потом я дальше покажу, что делать. И теперь здесь наш супец, смотрите, какая прелесть. Теперь я беру ложкой, и ложкой сюда добавляю фарш. Такими маленькими кусочками. Вот так примерно. Я, честно говоря, предпочитаю, когда фрикадельки такие шарикообразную форму имеют. А тут просто этот фарш жидковатый, так что фрикадельками не получится так. Вот и все. Теперь я сюда добавлю еще немножко смеси итальянских приправ. Накрываем и пускаем на маленьком огне, так она минут 10 покипит. Итак, какая прелесть у нас здесь готовится. Теперь я возьму, у меня здесь вермишель, и одну горсть вермишеля добавим, и через 5 минут можем выключать газ. Примерно так, горсточку. Время от времени повешиваем, пускай теперь 5 минут у нас так покипит. Так, здесь я взял 2 банана и так разрежу по кусочки. Так. Каша у нас варится, я перенес на маленькую конфорку. Время от времени, конечно, помешиваем. Теперь мы сюда добавляем бананы наши.
И добавляем немного корицы. И как следует перемешаем сейчас все это. И пускай потихонечку это у нас теперь варится. Тем временем супец у нас хорошо, смотрите, какая прелесть. Практически супец у нас теперь готовый. И теперь я включаю газ. Отправляем нашу зелень. И минут через 5 можно подавать уже на стол это. На этом суп у нас готовый. Теперь ждем, как каша у нас приготовится. Итак, каша у нас уже практически готова. Посмотрите, какая прелесть. И теперь она еще загустеет, пока будет остывать. И теперь я выключаю газ, и на этом у нас каша готова тоже. Так что будем накрывать на стол. Ну, вот такой финальный результат, посмотрите. Обалденно вкусный суп с фрикадельками в итальянском стиле. И также я сделал в качестве десерта рисовую кашу с бананами. Все выглядит аппетитно, но получилось обалденно вкусно тоже. Итак, сегодня я поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. В моем случае я сделал в итальянском стиле суп с итальянскими с фрикадельками с курицей. Все это получилось обалденно вкусно. И на сладкое я в качестве десерта сделал рисовую кашу с бананами. Итог получился изумительно, обалденно вкусный. Моя семья не может дождаться, пока мы сядем все за ужин. На этой аппетитной ноте хотел попрощаться. Мы готовимся садиться на ужин теперь. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.